Ну что, добро пожаловать опять на стройку компании Kympiraken. Давно мы ничего не снимали и решили все-таки продолжить нашу серию, как обещали, 4-ю серию, показать, как развивается компания, какие объекты мы строим и что вообще происходит на строительном рынке Финляндии. Это наша гордость, последняя наша гордость. Садик в городе Хельсинки по достаточно таким сложным спецификацией строительства Joutsenmerkki. В переводе на русский язык знак лебедя. Что это означает и что это вообще такое, я расскажу, когда мы пойдем вовнутрь. А сейчас добро пожаловать, пойдемте смотреть, как это все строится перед сдачей проекта. Полетели! Стройка началась в 10-й месяц 22 года. Сейчас у нас ноябрь 23-й. Дети заезжают в школу на первой неделе января 24 года. А объект сдается комиссии в середине декабря 23-го. То есть у нас на сегодняшний день ровно 1 месяц до сдачи объекта. Все находится на достаточно финальной стадии. Идет финальная уборка, финальные настройки и финальное направление всяких мелочей, все, что с этим может быть связано. Объект строился, можно сказать, вот как раз 1 год. По срокам, можно сказать, все было нормально, никаких сложностей не было. Единственная сложность, что он очень сложный объект с точки зрения спецификации вот этого знака лебедя. Joutsenmerkki это обозначает, что энергосберегаемость объекта должна быть достаточно высокого уровня, есть определенные проценты соблюдения нормативов, плюс самое важное это строительные материалы, которые используются на объекте. Строительные материалы, которые можно использовать в будущем, плюс которые произведены уже из ранее использованных материалов. Любой материал, который есть на этом объекте, он должен быть экологически качественно и правильно произведен с определенным сертификатом. Это новая тема в строительстве, об этом очень мало опыта, и это первый садик в городе Хельсинки, который строится с этим сертификатом. Нам пришлось для этого объекта нанять прораба, который занимается чисто вот этой всей документацией, закупкой вот этого определенных строительных материалов, связанных с вот этими всеми нормативами, что, естественно, несет за собой удорожание проекта, но так как сейчас затрагиваются постоянные вопросы экологии, и это очень важно, считается, с точки зрения будущего, такие нормативы сейчас вводят. Что касается, например, строительного мусора в регионе города Хельсинки и вообще все, что связано вокруг столицы, то очень серьезные нормативы связаны с распределением мусора, что, куда, как. Мы это показывали на прошлом объекте вам, наши контейнеры с мусором. То есть в других регионах Финляндии еще не так это все сложно. Здесь, в Хельсинки, естественно, это уже на 1 уровень выше. Давайте взглянем, что про этот объект писали в финских газетах. Например, Helsingin Uutiset написали, что в 2024 году будет построен громадный детский садик на 224 места. Он очень энергосберегаемый. Здесь есть, по-моему, солнечные батареи, что это первый садик с Joutsenmerkki, то есть сертификатом лебедя. Главное строение размером 2050 квадратных метров. Также здесь будет уличное строение, плюс еще будет ангар для обслуживания, и все это энергосберегаемые здания. Дальше смотрим следующие новости. Что пишет, например, строительная газета Rakennuslehti. Joutsenmerkki, что стройкой управляет
сертификат Лебедя. То есть вся стройка, можно сказать, завязана с этим сертификатом. То есть практически ничего невозможно сделать, не имея документацию на определенный строительный материал. Каждый материал должен иметь сертификат. Ну что, пойдемте смотреть. Люди еще работают, постараемся никому не мешать, снимем, покажем материалы. Сам садик, он из бетонной конструкции, и уличная сторона садика отделана деревянными панелями, то есть он с уличной стороны выглядит полностью деревянным. Плюс внутри использовано по максимуму дерево везде, то есть дерево есть и в коридорах, также кухни, то есть это все, то есть максимально привязан к природе, к деревянному такому комфорту. Ну, скажем так, что всегда есть решение архитектора и дизайнера. Они, с точки зрения, может быть, практики, они не всегда, мне кажется, работают. То есть, поэтому, так как проект и технологии новые, то, мне кажется, придется в будущем, наверное, здесь делать какие-то листы ставить, наверное, для детей. Это мое личное мнение, наверное, время покажет, но вот сейчас я вот смотрю, что вот дети будут бегать, наверное, вот это все будет как бы испорчено, поэтому не знаю, как это будет работать. Но посмотрим. То есть дизайн и архитектура — это одно, а на практике это всегда другое. Достаточно интересная цветовая гамма. Сушильные шкафчики для одежды. Очень круто, кстати. Очень прикольно. С подсветкой, внутренняя подсветка. Здесь отдельные для рукавиц и для ботинок можно все сушить в сушильные шкафчики. Ну, вот, скажем, все-таки красиво. Даже вот такая мелочь, деревянные полки, сливается с остальным деревом. Ну, также берем шпаргалку, смотрим, что дальше пишет компания, то есть газета Ракинус-Лехти по поводу этого садика. Сумма объекта около 11 миллионов евро. Но это, опять же, включает уже некоторые как бы закупки по мебели и так далее. Пойдемте наверх, посмотрим, что происходит наверху. Запах дерева, он присутствует в каждом помещении. Вот это, конечно, как бы очень, очень круто. То есть, когда сам строишь какие-то деревянные дома, именно там дачу или еще что-то, там уже как бы, когда это сделано из клееного бруса или обшито вагонкой деревянной, то запах, он все время присутствует. А в школе, ну, это вообще просто такое ощущение очень крутое. Пахнет деревом. Заказчик данного объекта является город Хельсинки. Это был публичный тендер, в который участвовали разные компании, подавая заявку. И, естественно, то есть выбиралась, по-моему, в этом предложении конкретно выбиралась та компания, которая смогла дать самую низкую цену. На сегодняшний день, конечно, есть в этом тоже проблема, что когда публичные тендеры, в критериях выбора присутствует критерий, на какой основе выбирается компания для застройки. Очень часто это 100% очков дается за цену, но в последнее время стали некоторые изменения и пытаться вносить изменения именно, что не все время самое главное это цена, а еще и качество там, или и стабильность компании еще.
что-то, потому что если ты борешься только ценой, очень часто бывают предложения, которые допингуют и выигрывают компании, которые могут просто этот объект не достроить. Но вот здесь именно было решение 100% давалось за очки по цене. Ну, мы посчитали объект правильно с нашей точки зрения. Он у нас остается позитивным для нас, как бы с точки зрения финансов, и поэтому мы его посчитали и сделали, смогли выполнить и сохранить ту маржу, которая была запланирована. То есть он у нас удачный получается. Вот. Но вообще на сегодняшний день на рынке очень большие изменения. Об этом мы расскажем чуть позже. И что вообще происходит в Финляндии как бы на строительном рынке в 2023 году. Что сейчас происходит на строительном рынке в Финляндии на конец 2023 года? Ну, даже не знаю, какие тут красивые слова можно употреблять или некрасивые, но вообще за последние 3 года это очень большая турбуленция и большая волна банкротств строительных компаний. Когда начался ковид, началась эта история с повышением цен. Потом, когда началась война в Украине, началась, скажем так, такая экономическая стадия. Продажа жилой недвижимости в Финляндии практически остановилась. За последний год жилая недвижимость в Финляндии практически не продается. То есть это началось еще в 2022 году. И связано это с процентной ставкой, плюс, наверное, с таким еще маленьким пузырем, который надували о том, что много инвесторов и вкладчиков хотели покупать недвижимость для пересдачи ее в аренду. И, естественно, как бы пользовались льготными кредитами, когда ты можешь не выплачивать кредиты. Первые 2 года платить там только процент. Давали кредитные каникулы. Вот. И вот это все сейчас видно на рынке уже сегодня, так как год ничего не продается, квартиры стоят, новостройки стоят, застройщики жилой недвижимости не могут реализовать свои объекты, и, естественно, большой пад в строительстве. И такие громадные гиганты, например, как ЮИТ, строительная компания номер 1 в Финляндии на сегодняшний день, не помню, там оборот у нее 2 миллиарда евро или где-то так, заявили, что у них на сегодняшний день около 1000 непроданных квартир по Финляндии, что достаточно много. В деньгах это, по-моему, была последняя цифра, там около 300 миллионов евро, то есть замороженные, которые не продаются. Ну, естественно, большие инвесторы ждут, когда будут большие скидки, будут распродажи, чтобы воспользоваться ситуацией. Скажем так, нас напрямую это не касается, потому что мы не являемся застройщиками жилой недвижимости, мы не строим. Но компании, которые были и работали только в строительном рынке, связанные с жилой недвижимостью, естественно, теперь, так как у них нет работы, они начинают залезать в разные другие проекты, в такие государственные проекты, как школы и садики, и, естественно, как бы начинают воевать с нами за одни и те же самые объекты. И у тех компаний, у которых финансовые проблемы, что они не могут продать недвижимость, они, естественно, начинают снижать цены, чтобы хоть какую-то получить денежный оборот для того, чтобы содержать компанию. Ситуация очень тяжелая с точки зрения, например, маленьких компаний, потому что маленьким компаниям, например, не выплачиваются вовремя от генподрядчиков, например, счета, и начинается такой эффект домино, что один за другим падают. Что будет дальше, очень непонятно, но похоже, что зима 23 на 24 будет очень тяжелая в строительном секторе. Строительные компании будут дальше продолжать падать. Рынок, наверное, очень сильно почистится к 2024 году. Ну и для инвесторов, кто вообще, как бы, скажем так, кто смотрит и сейчас, может быть, заинтересован с точки зрения инвестиций, то на самом деле сегодняшний момент – это правильный момент для инвестиций в земельные участки и в заброшенные строительные объекты.
То есть, потому что это можно очень дешево купить. Это распродается конкурсными управляющими или строительные компании, у которых финансовые проблемы, имеют как бы возможность сейчас это продать за очень с большими скидками. Если у вас есть интерес, пожалуйста, обращайтесь. То есть можем вместе поработать в каких-то проектах. То есть мы сами как бы отслеживаем, естественно, постоянно мониторим, что, где, куда вложиться, какой земельный участок купить или какой недостроенный объект, например, где можно купить. То есть на сегодняшний день у нас есть, например, около 10 конкретных предложений, которые мы сами рассматриваем для дальнейших инвестиций, когда рынок начнет опять подниматься, чтобы были уже свои, как говорится, проекты, которые можно будет возрождать. Что касается строителей, строительные компании закрываются, очень большая безработица, то на сегодняшний момент можно находить очень хорошие кадры. То есть мы вот, например, только за последний месяц взяли 7 человек в нашу строительную компанию Kymppi-Rakenne, как прорабов, там руководителей проектов или еще каких-то начальников, потому что раньше была проблема, ты мог выиграть какой-то тендер, но ты не мог найти очень качественного сотрудника для того, чтобы ты мог реализовать этот проект с точки зрения финансов и сроков правильно. То сейчас ситуация другая. Ты находишь людей, но сложно найти проекты. Ну вот мы на сегодняшний день мы сосредоточены на расширении нашей команды, и вот 22-й год, 6-й месяц у нас был, мы закрывали бухгалтерский отчет, и наша компания выросла выручка до 22 миллионов евро. Сейчас мы немножко повышаем нашу планку, мы ставим себе таргет на 35 к лету 2024 года и постараемся как бы ее реализовать. На сегодняшний день у нас есть портфель заказов, движемся к этой цели, но еще у нас есть чуть больше полугода ее достичь. Но команда, которую мы уже собрали, она уже как бы достаточно такая мощная и крутая. То есть вот как я все время горжусь своими сотрудниками, поэтому дальше начинаем следующий этап развития. Но вот сегодня, когда мы снимаем эту серию, уже практически прошло 3 года с момента, как я купил эту компанию. С 10 миллионов евро мы подняли ее сначала до 15, потом до 22, вот сейчас 35. Вот стоит планка, то это все как бы не так просто, выиграл тендер и так далее. Здесь в государственных заказах и во всех вот этих объектах, когда ты выступаешь в роли генподрядчика, очень важный инструмент – это банковские гарантии, которые должны быть для строительства любого проекта. И это должны быть финансовые показатели у компании очень высокие. И это отдельная история, которая, можно сказать, стройка – это стройка, а финансовая и вся вот эта вторая история – это как бы, хоть они и взаимосвязаны, но они очень важны. Не имея банковские гарантии, а имея просто строительную компанию и хорошую команду, невозможно построить ни одного объекта. Специально мы ждали, что будет происходить на рынке, не снимали как бы серию, как бы не хотели выпускать что-то рано, хотели рассказать что-то новое, но вот некоторые новости о том, что вообще происходит. Если вы что-то строите, будьте очень осторожны на сегодняшний момент, потому что очень много банкротится строительных компаний. То есть там каждая 10-я на сегодняшний момент компания еще из тех, что есть, к весне 2024 года, скорее всего, будет обанкрочено. То есть, если вы хотите покупать недвижимость, ну, наверное, сейчас можно как бы хорошее время покупать, но не забудьте торговаться. Сейчас очень многие могут дать вам хорошие скидки. Поехали дальше. Скажу честно, я на этом объекте первый раз. Не знаю, гордиться, не гордиться, но этим, но как бы просто не успевал заехать сюда раньше, но вот теперь заехал перед сдачей объекта. Некоторых людей видишь просто только на стройке, которые у нас работают, потому что в офисе бывают не все, но как бы интересно иногда удивить народ, появляешься на объекте, они смотрят: о, Капанин приехал, ты как, какими судьбами здесь? Вот. И через месяц этих вагончиков уже не будет, их увезут на следующий объект. Газоны уже будут готовы. Кстати, школа, которую мы строили раньше, постараемся ее все-таки заснять, что получилось внутри. У нас последние кадры не были, может быть, мы сделаем еще одну серию. Там тоже очень интересная школа получилась. За последние 2 года очень такие 2 хороших больших объекта, именно детский садик и школа. А сейчас мы добавим такие крутые кадры, покажем, как вообще этот проект мы снимали с самого начала, как он происходил, как он строился. То есть, когда вообще ничего не было, было как бы пустое
пустой участок, как все строилось, какие темпы. Мы снимали это каждый месяц, и как бы, мне кажется, это очень интересно получилось. Смотрите внимательно, как строят в Финляндии качественные генподрядчики. Классно получилось. Добро пожаловать на борт компании Kymp Kerhohenkilöstöpalvelut. Следующей остановкой будет работа вашей мечты. Ну, что касается, опять же, вот мы все говорим про трудоустройство, то есть наши двери открыты для специалистов. Если вы специалист по стройке или вы... Сейчас мы нанимаем также как бы и сотрудников на всякие складские работы и на многие другие. У нас много новых вакансий, смотрите на нашем сайте, так что присылайте свои резюме, мы всегда готовы как бы пообщаться и подыскать вам подходящее место работы. Так что работа, она никогда не закончится. Новый бум строительства, он не за горами, я думаю, это через год мы пойдем обратно вверх, поэтому опять же трудоустройство в строительном секторе будет как бы на высоте. А теперь внимание, мы открыли новую компанию по производству дронов. Мы ищем таланты. Если у вас есть проект то есть проект производства дронов, или у вас есть технология, которая там очень крутая, у вас есть бизнес-идея, связанная с дронами, ну тогда вам однозначно надо обращаться к нам. У нас есть площадка производства и все оборудование, все необходимое. Мы ищем таланты, связанные с дронами. Вам однозначно надо обращаться к нам, мы вас трудоустроим. Welcome в Финляндию производить дроны.